Итак, всем добрый день, кому добрый вечер. Сегодня хочу показать вам свою пилораму, которую буквально собрал я за пару дней, 2 дня. Сегодня 3-й день, но мне осталось в ней только поставить автомат вместо выключателя и удлинить шнур. Вот, а теперь подробнее. Так, задумался я ее сделать, потому что мне надоело бензопилой распускать для моих столярных работ, чем я занимаюсь. Там небольшое столы, полки разные, подставки и так далее. И бензопилой не всегда получается ровно, вернее даже всегда получается неровно. Вот, например, я распускал клен. Так, как бы вам показать. И вот что выходит. Или у меня шаролупие, но я не думаю, что есть люди, которые умеют идеально распускать бензопилой без всяких приспособлений доски. А вот что получается этой пилорамой. Я любой размер делаю, какой мне нужен. Он одинаковый. Пилорама у меня не гуляет, шина. Единственное, что было, вот видите, наверное, косяки вот эти от цепи. Это у меня немного было, ну, здесь даже не видно, здесь хорошо будет видно, вот. Вибрировала пила на вот этой горизонтальной оси. То есть понемногу шина играла. И когда я сюда уже поставил фиксаторы на крепление сверху и снизу, она перестала у меня вибрировать, и спил пошел ровный. Можно сказать, даже идеальный. Немножко поработать фуганком, и будет спил отличный. Так, путаюсь, конечно, план не составил. Ну, извините. Так, дальше. Понятно, что такая пилорама подойдет не всем. Например, кому нужно распускать 6-метровые, 8-метровые бревна, она не подойдет, потому что она вертикальная. И я вот сколько в интернете, ну, на форумах смотрел, на ютубе, по большому счету для цепной такой вот пилорамы вариантов как таковых нет. Он один. Продольная. Ложатся рельсы, бетонируются, на них тележка или там пила, тележка, и идет вдоль, нужно ее толкать. Для меня это был не вариант, потому что это, в общем-то, дороговато. Скажем, уже проще тогда пилой распускать. Во-вторых, у нас леса в округе нет. То есть мне как таковые бревна по 8 метров взять негде. У нас только лесопосадки, в которых карагач, акация, клен. Ну, как раз те деревья, которые нужны для моих работ. А их 8-метровыми не найдешь, и они не нужны, короче. И вот у меня высота потолка вот этих вот трубок, высота 1,95 м. То есть где-то 1,70 м я могу заготовку сюда вставлять. Заготовка зажимается вот такой распоркой. Трезубец стоит. На трезубец приварена шпилька с гайкой, с шайбой. Одна трубка, потолще трубка и потоньше трубка. Средняя трубка с фиксаторами. То есть она у меня телескопическая. Трубки выдвигаются, задвигаются как надо. Я забиваю трезубец в заготовку. Дальше зажимаю эти зажимы 2. И потом уже гайкой натягиваю. И он у меня становится крепкий. И заготовка стоит крепко и мертво. Короче, здесь все нормально получилось. Своими силами. Обошлись как-то без ютуба. Так, дальше. Сама пила ходит в 2 осях. Вертикальная. Вот они 2. И горизонтальная. Вот она рамка. Крепление ее. Трубки, как полозья, ходят. И также здесь. Так, вот оно мое крепление. Даже не пришлось пластину варить. Когда приварил 2 уголка, оказалось, что отверстия двигателя сходятся как раз. Ну, шайбу положил и уголком это, к уголку прижал. И стоит он нормально, мертво, все хорошо. Так, и ходит она у меня уже туда-сюда. Одной рукой не подвину я ее, наверное. Я по глупости взял, маслом смазал трубки эти. А сегодня мороз, и двигается тяжело. Вот, короче, она ходит как надо. Нам ее в работе не трогать. Выставил, зажал фиксатор и все. Поэтому то, что она тяжело, это ничего.
Зато вверх-вниз она ходит свободно. Даже одной рукой. Так, теперь плюс. Плюс такой пилорамы, я считаю, большой плюс в том, что вся моя работа заключается установить пенек и включить ее. И следить только за тем, когда дойдет до конца, распилит. И все. То есть я занимаюсь своими делами, я там строгаю, там точу на токарном или сверлю, или еще что-то. Но сюда я не касаюсь. Она под своим весом сама пилит. Помягче породы своим весом, потяжелее, например, клен. Я пилю, грузы подвешиваю с обоих сторон. Там килограмм по 5 с двух сторон. И она пилит все на ура. Так, что еще вам рассказать? Дальше. Двигатель, вот двигатель. Я смотрел на ютубе, все пилорамы устроены через шкивы. И как вглядывался, по идее там шкивы стоят одинаковые. То есть если 3000 оборотов двигатель, 3000 будет шина. И где-то один отзыв нашел, что с редуктором она плохо работает. То есть если от пилы оставить редуктор, вот этот вот, ну короче, что-то там, я уже забыл, что за комментарий был, короче, как кто-то делал, не понравилось. Мне это понравилось даже очень. Я напрямую двигатель соединил с редуктором. Так, пока не забыл, двигатель. Двигатель, видите, небольшой, 1,8 киловатта. И он работает даже без пускового конденсатора, только рабочий конденсатор есть в обмотке и все. 1800 ватт. Ну, 1,8 киловатта, короче. Вот. Подсоединил через редуктор, там где муфта, но я сейчас разберу, покажу вам, как я соединил напрямую. Получилось, обороты упали, да, но зато мощность все-таки увеличилась. И она не останавливается, она пилит. Так. Да, скажу сразу, что пилит она медленнее, чем бензопила. Но зато, учитывая тот плюс, что не надо здесь участвовать, а просто ее включил, поэтому какая разница, как она пилит. Где-то вот это вот бревно я пилю, сколько, минуты за 3, за 4, наверное, пропиливается такой пень. Так, еще. Смазка, да, вот смазка. Я не знаю, мне эта пила досталась, в общем-то, от соседей, у которых она валялась под абрикосой и зимовала. Короче, она ржавая вся была. И я даже не знаю, что это за пила. Бак вроде как с дружбы. Шина, наверное, ураловская, потому что на дружбе таких цепей не было. Дальше снимаю, когда шину, здесь есть, то есть на шине есть отверстие под смазку. И здесь есть канал, проточка под смазку. Но дальше внутрь, ни в редуктор, никуда никакого отверстия не было. И поэтому мне пришлось... Так, сейчас я щетку возьму. Вот. Мне пришлось вот тут засверливаться. Вот здесь я засверлился, нарезал резьбу на 6. Так же само на трубке железной обычной нарезал резьбу и вкрутил. И подача масла уже идет просто с бачка, который был под бензин. Открыл краник, масло пошло. Правда, по морозу, вот как сейчас, приходится разбавлять бензином, потому что оно не идет, холодное масло. Ну а с бензином запросто. Видите, наверное, вот я пилил, а вот край пенька был, вот шина смазанная. Все нормально. Все смазывается, расход масла небольшой. Так, что по основаниям? Ну, как эти выводить трубки уже учить не надо. Тут догадаетесь. Рамка тоже ничего сложного. В общем-то, я и снимаю, поэтому побольше показываю, чтобы вам видно было. Если вдруг надумаете такое собирать, как оно будет. Вот. Я, честно сказать, рисковал, когда двигатель такой ставил, потому что на многих форумах читал. Люди спрашивают, на 2,2 киловатта пойдет на такую вещь двигатель? И везде однозначный ответ, что этого будет слабо, мало. Да, я согласен, если через ремни, будет мало. А через редуктор, не знаю, я же говорю, 1,8 киловатта пилит. Я не знаю, как он дуб будет пилить, у нас нет дуба. Ну, карагач пилит, клен, акацию он берет. Вот, так, теперь я. Теперь. Тут крепление описал.
Так. Ну теперь, наверное, я сейчас откручу редуктор и покажу вам, как я соединил все это дело. Так, куда бы камеру поставить, чтобы ее не выключать, чтобы потом поменьше монтировать. Вот так видно будет сейчас. Сейчас я сниму цепь. По-быстрому постараюсь. Получится по-быстрому. Ай, ключ не приготовил. Сейчас. Как раз покажу систему смазки вам. Сейчас я вам покажу маску, как она идет. Так, вот она смазка. Видите, да? Край трубки торчит туда, так, вот так вот. Вот. И все смазывается на ура. Единственное, что когда тепло, краник не до конца открываю, когда холодно, как сейчас, кран открываю на всю. Ну, по шине видно, по опилкам, когда кидать начинает масло. Вот. Пока не забыл. Пожалуйста, если кто знает, если кто где-то видел, напишите в комментариях такую пилораму возможно сделать с двигателем от стиральной машинки автомат. Будет она мощнее или надежнее, или как. Это, конечно, если кто знает. Так, теперь отсоединяем масло. Сняли. Я выбрал для съемок. Бак мешает мне. Смелость. Еще откручивать надо. Вот еще одна у меня задача. Бак надо закрепить. Обязательно. То он у меня на одном болтике держится всего лишь. Так вот. Опа! Есть. Контакт. Сейчас я вытру руки и покажу вам дальше устройство всего этого агрегата. Так. Как я вам уже говорил, соединил я напрямую. Здесь, вот видите, выход с редуктора. Здесь была еще резьба на 8. Я ее спилил, потому что она мне мешала. Здесь стояла вот эта штука, муфта, со шлицевой частью. Вот так вот. Шлицевая часть шла туда внутрь. Ну и дальше уже соединялась с кольцами этими муфты. Так, вот. Теперь. А это у меня шлицевая часть. Теперь вот она где. То есть все это дело было вот так. Вот так вот оно стояло. Мне даже можно было эту не срезать, но перестраховался и убрал. Вот эта вот часть приварена гайка на 12. В двигателе просверлено отверстие, нарезана резьба на 12. Закручена шпилька. Ну, шпильку я на двигателе на всякий случай прихватил сваркой. Хотя зря, ну так перестраховался. Вот. А это у меня откручивается, но сейчас одной рукой я не откручу. Короче, слышите, да, она болтается. Эта часть. Шлицы, которые уходят туда в редуктор.
Все, здесь у меня почти мертво. Все нормально. Теперь я вам расскажу, как я... Так. Как же мне сейчас ее бы открутить бы? Навряд ли. Короче, я вам сейчас расскажу. Сейчас попробую открутить по-быстрому. Нет, уже от работы ее зажало. Но я думаю, вы поймете, в чем принцип. Я взял ту шлицевую часть, а в ней отверстие такое, что на 10 болт свободно проходит, на 12 не идет. И чтобы поймать центр гайки, как ее приваривать, я сделал следующее. Взял вот эту часть и забил в нее болт на 12. Вот видите, как шлицы нарезали. Но я рассчитывал на то, что когда болт будет вот так вот заходить с-под молотка, он свой центр поймает по-любому. Выбил болт, чтобы он с другой стороны вышел где-то на 1,5 оборота. Ну, лишь бы только наживить гайку. Потому что, когда приваришь гайку, назад болт уже не выкрутишь. Он в шлицах зажат. Вот. Накрутил гайку, обварил ее полностью. И потом пробоем в эту сторону уже выбил болт. Гайку метчиком чуть-чуть подправил. И все стало нормально. И стало все по центру. Никакого биения. Ну, вы видели. Пила работает, шина даже не трусится, ничего. Напрямую все работает. Ну, эта часть тоже с муфты. Бензопилы. Вот тут труднее всего было ловить центр. И, в общем-то, ловил на глаз почти. Искал втулку, чтобы она была тут по диаметру и примерно сходилась с валом. Вал на 20, а тут я уже не помню сколько. 40. Здесь 40, а здесь 20. Такую втулку искал, чтобы насадить. И дальше сверлил 3 отверстия, которые есть уже в этой штуке. А в двигателе пришлось сверлить в крышке. Соединил. И все заработало с первого раза. И совет тем, кто хочет сделать себе такое, но сомневается. Ну такое или там с ютуба по другим роликам. Если кто-то говорит, что это невозможно, вы не верьте никогда. Пока сам не попробуешь. Вот. Поэтому всегда дерзайте. Что-то не получится, что-то получится. И в конце концов все у нас получится. И теперь меня эта штука выручает намного больше бензопилы. И вдобавок, если вы распускали бензопилой вдоль бревна, вы знаете, как она мучается, и жалко пилу. Поэтому это еще один момент, ради которого я решил сделать такую пилораму. Да, еще плюс ее в том, что она вертикальная. Она не занимает места почти в гараже. То есть она у меня стоит вот на входе возле ворот. Ну, с учетом, если я сюда не заезжаю. Это у меня так, мастерская импровизированная. Она мне вообще не мешает. Даже если уже там лето придет, там работы много и так далее, уже столярка до осени в сторону. Элементарно откручиваю эти трубки. Они у меня на болтах. 2 трубки откручиваю. И убираю ее вообще в сторону куда-нибудь. Пришла зима, осень, дожди пошли, работы нет. Поставил на место и занимайся своими любимыми делами. Так, ну вот, наверное, все, что я хотел вам рассказать. Может, что-то забыл. Если что, спрашивайте, пишите в комментариях. Не судите строго. Потому что, как сказать, если я где-то допустил ошибки, подскажите. Может, что-то кто-то подскажет, я видоизменю даже для себя, хоть какой-то плюс найду. Так, ну все, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Постараюсь выкладывать что-нибудь еще интересное. Все, пока.